Прямо сейчас в нашей галактике дрейфуют 100 миллионов черных дыр. Большинство из них невидимы, без света, без сигнала, без единого способа узнать, что они рядом. Некоторые меньше атома, некоторые больше всей Солнечной системы, некоторые существовали до появления первой звезды, некоторые появляются и исчезают так быстро, что ты не успеешь даже моргнуть. А одна, чисто теоретически, может оказаться выходом в другую вселенную. От самой маленькой до самой невозможной. Сегодня все типы черных дыр. Поехали. Планковская. Самая маленькая черная дыра, которую допускает физика. Размер 10 в минус 35 степени метра. Это не просто маленький объект. Это нижний предел размера чего бы то ни было во Вселенной. Меньше этого быть не может ничего. Один протон рядом с ней, как Юпитер рядом с теннисным мячом. Температура в 10 квадриллионов раз выше ядра Солнца. Самый горячий объект, который может существовать во Вселенной в принципе. Но вот в чем дело. Она существует настолько коротко, что время перестает быть полезным понятием. Лампа включается в другом конце комнаты, свет от нее еще не дошел до твоих глаз, а триллионы планковских черных дыр уже успели появиться и исчезнуть. Ее невозможно создать, невозможно обнаружить, невозможно изучить никакими инструментами, которые у нас есть. Она существует только потому, что математика ее допускает. Но следующая черная дыра в этом списке, возможно, существует с самого начала времени. Микроскопическая. В 2008 году, перед запуском Большого адронного коллайдера, несколько физиков подняли тревогу. При таких энергиях столкновения частиц теоретически могут создать микроскопическую черную дыру, меньше протона. Пресса подхватила, люди подавали судебные иски, буквально судились с учеными, чтобы те не уничтожили Землю. Ученые не нервничали. Любая такая дыра испарится через излучение Хокинга за доли наносекунды. Но главный аргумент был проще. Космические лучи бьют по нашей атмосфере каждый день с энергиями в 1000 раз выше коллайдера. Если бы это было опасно, Земли давно бы не существовало. Коллайдер запустили, Земля на месте. Но если бы такую дыру удалось зафиксировать, это стало бы доказательством, что пространство имеет больше 3 измерений. Физики ищут их с момента запуска коллайдера. До сих пор не нашли. Первичная. Эта черная дыра старше любой звезды во Вселенной. В первые доли секунды после Большого взрыва пространство было неравномерным. Где-то плотнее, где-то реже. Плотные области схлопнулись сами по себе. Без звезд, без взрывов. Просто гравитация сжала материю до предела. Некоторые из них размером с песчинку, но весят как Эверест. Целая гора, сжатая до чего-то, что поместится под ногтем. Если они пережили 14 миллиардов лет, они дрейфуют где-то прямо сейчас. И вот что делает их по-настоящему важными. Некоторые ученые считают, что именно первичные черные дыры – это темная материя. Та самая невидимая масса, которую мы ищем десятилетиями и не можем обнаружить. Она не излучает свет, не взаимодействует с обычной материей, но удерживает галактики от распада. Если это правда, загадка, над которой бились поколения физиков, решается черными дырами возрастом старше самих звезд. Звездная, массивная звезда, в 20 раз тяжелее Солнца, сжигает все топливо и взрывается сверхновой. Ядро схлопывается за секунды, быстрее, чем нервная система успевает зарегистрировать боль. Масса десятков Солнц сжимается до размеров одного города. В нашей галактике таких около 100 миллионов. Мы нашли несколько десятков. Остальные висят в темноте, без света, без сигнала, без единого способа их обнаружить, пока рядом нет звезды, которую они пожирают. Когда звезда оказывается слишком близко, черная дыра срывает с нее газ. Газ закручивается в диск, разогревается до миллионов градусов и начинает светить в рентгене. Именно так нашли Лебедь Х-1, одну из первых подтвержденных черных дыр. Мы не видели саму дыру, мы видели, что она делает со звездой рядом. Если кто-то наблюдал бы, как ты падаешь в одну из них, он бы видел, как ты замедляешься, замираешь на краю и медленно тускнеешь. С твоей стороны ты просто продолжал бы падать. А потом внутри, без выхода. Блуждающие. Некоторые черные дыры при рождении получают такой гравитационный толчок от сверхновой, что их выбрасывает из собственной системы. Они разгоняются до миллионов километров в час и уходят в межзвездное пространство. Навсегда. Без звезды рядом, без диска, без излучения. Полная невидимость. В 2022 году астрономы подтвердили первую блуждающую черную дыру. 5000 световых лет от Земли, 7 солнечных масс. Обнаружили только потому, что она случайно прошла перед далекой звездой и на мгновение исказила ее свет. Свет изогнулся вокруг невидимого объекта, и на долю секунды звезда стала ярче. Если бы траектория сдвинулась чуть в сторону, мы бы никогда о ней не узнали. Она дрейфовала миллионы лет в полной тишине. По разным оценкам, миллионы таких дыр дрейфуют по Млечному пути прямо сейчас.
абсолютно невидимые. Большинство из них мы никогда не найдем. Двойная. Когда две черные дыры попадают в гравитационный захват друг друга, начинается медленное сближение. Миллионы лет по спирали, все ближе и ближе. В последние мгновения перед столкновением они вращаются друг вокруг друга сотни раз в секунду, на скорости больше половины скорости света. Когда они наконец сливаются, за долю секунды выделяется больше энергии, чем все звезды наблюдаемой Вселенной излучают за ту же долю секунды, вместе взятые. В 2015 году детектор Лига поймал этот сигнал впервые в истории. Две черные дыры слились в 1,5 миллиарда световых лет от нас. Все событие длилось доли секунды. Волна прошла через всю Вселенную и сдвинула детектор на расстояние меньше диаметра протона. Самое мощное событие в космосе зафиксировано через искажение, которое невозможно увидеть ни в один микроскоп на Земле. С тех пор десятки подобных столкновений зафиксированы по всей наблюдаемой Вселенной. Промежуточное. Долгое время считалось, что черные дыры бывают только двух размеров. Звездные – десятки солнечных масс, сверхмассивные – миллионы и миллиарды. А между ними – пустота. Пробел, который десятилетиями никто не мог заполнить. Промежуточные черные дыры от 100 до 100 тысяч солнечных масс слишком большие, чтобы родиться из одной звезды, слишком маленькие, чтобы сидеть в центре галактики. Их почти невозможно обнаружить, рядом с ними редко бывают звезды, которые они могли бы пожирать, и они не сидят в ярких центрах галактик. Тихие, темные и одинокие. Ученые подозревали, что они формируются внутри плотных звездных скоплений. Черные дыры поглощают друг друга, постепенно набирая массу. В 2020 году Лига зафиксировал слияние, результатом которого стала черная дыра массой в 142 солнечные массы. Первое прямое доказательство за всю историю наблюдений. Пробел между маленькими и гигантскими, наконец, закрыт. Сверхмассивная. В центре почти каждой крупной галактики сидит одна такая. В центре нашей – Стрелец А. 4 миллиона солнечных масс. Мы знали, что она там, десятилетиями. Звезды вблизи центра Млечного Пути двигались слишком быстро. Что-то невидимое и огромное держало их на орбите. В 2022 году ее наконец сфотографировали. 200 ученых, 8 телескопов на разных континентах, работающих как одна антенна размером с Землю. 5 лет обработки данных. И все, что мы увидели – тень. Кольцо раскаленного газа вокруг абсолютно черного центра, из которого не возвращается даже свет. Но Стрелец А тихий, спящий. Он почти ничего не поглощает прямо сейчас. Просто сидит в центре и держит все вокруг на орбите. Прямо сейчас вся Солнечная система движется вокруг него со скоростью 200 км в секунду. Один полный оборот занимает 230 миллионов лет. Когда мы в последний раз были в этой точке орбиты, динозавров еще не существовало. Ультрамассивная. А теперь представь объект, рядом с которым сверхмассивная черная дыра выглядит маленькой. Тон 618, 66 миллиардов солнечных масс. Это больше, чем масса всех звезд Млечного Пути вместе взятых. Одна черная дыра тяжелее целой галактики. Ее горизонт событий в 200 раз больше всей нашей Солнечной системы. Если поставить ее на место Солнца, она поглотит все – Меркурий, Землю, Юпитер, Сатурн, Плутон и продолжит дальше. Каждый мир, который ты когда-либо знал, уже был бы внутри границы, из которой не возвращается ничего. По нашим моделям, Вселенная просто недостаточно старая, чтобы вырастить что-то такое. 14 миллиардов лет – мало. Но тон 618 существует, и мы до сих пор не понимаем, как. Квазар. Накорми сверхмассивную черную дыру достаточным количеством материи, и вся галактика вокруг нее потонет в сиянии. Диск газа разогревается до миллиардов градусов и начинает светить ярче всех звезд галактики вместе взятых. В 1000 раз ярче. Это квазар, самый яркий устойчивый объект во Вселенной. Самый мощный из известных поглощает эквивалент целого Солнца каждый день. Самый далекий известный квазар – 13 миллиардов световых лет от нас. Свет, который мы принимаем сейчас, вышел до появления Солнца, до появления Земли, до появления всей Солнечной системы. Мы видим объект таким, каким он был почти в самом начале Вселенной. А если джет плазмы от квазара направлен точно на Землю, это уже блазар. Излучение усиливается в 1000 раз. Ближайший известный – Маркарян-421, 400 миллионов световых лет. Безопасен, но окажись он в нескольких световых годах, атмосфера сгорит за секунды. Джет движется со скоростью света. Предупреждения не будет. Голая сингулярность. У каждой черной дыры в этом списке есть горизонт событий. Невидимая граница, откуда ничего не возвращается. Голая сингулярность – черная дыра, у которой этой границы нет. Точка бесконечной плотности, открытая напрямую.
без оболочки, без защиты. Роджер Пенроуз в 1969 году предположил, что природа такого не допускает. Всегда прячет сингулярность за горизонтом. Назвал это космической цензурой. Но математика находит исключение. Если черная дыра вращается достаточно быстро, горизонт теоретически может исчезнуть. Что увидит наблюдатель, глядя на нее напрямую, физика ответить не может. Причины и следствия могут поменяться местами. Законы физики не замедляются, не искажаются. Они заканчиваются полностью. Мы никогда не подтверждали ее существование, но доказать, что она невозможна, тоже пока никто не смог. Белая дыра – математическая противоположность черной дыры. В черную дыру ничто не может выйти, из белой ничто не может войти, только выйти. Она следует из тех же самых уравнений Эйнштейна, которые предсказали черные дыры. Если черные дыры реальны, а они реальны, то математика допускает и их зеркальную противоположность. Но никто никогда ее не наблюдал, и никто не знает, существуют ли они в природе вообще. Но вот идея, от которой физики не могут отмахнуться. Некоторые из них предполагают, что Большой взрыв сам по себе был белой дырой, выброс всего вещества из чего-то по ту сторону. Каждая звезда, каждая галактика, каждый атом, включая тебя, вылетели из нее в самом начале. Если это правда, то все, что мы видим вокруг, каждая планета, каждая черная дыра из этого списка, это содержимое одной гигантской белой дыры, которая сработала 14 миллиардов лет назад. Если хочешь знать все о космосе, подписывайся.